Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 20 апреля, и в этот день, вспоминая культовый фильм «Подвиг разведчика», я хотел бы вам сказать за нашу победу. Это наша общая с вами победа. Я имею в виду сегодняшнее голосование, долгожданное по пакету помощи Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону, ну и еще по 4-му пакету помощи, который в конце концов будет объединен в один и поступит в Сенат. Во вторник обещает Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, утвердить этот пакет в Сенате, ну и Байден немедленно его подпишет. Но скажу вам по секрету, о котором, я надеюсь, многие из вас могут путем чистой логики догадываться. Корабли и самолеты ВВС Соединенных Штатов Америки и US Navy стоят уже в полной боевой готовности, некоторые уже на пути. Ну а, как мне сказали буквально час назад знающие люди из Европы, американские военные базы в Европе, они уже заполнены тем оружием, которое вот-вот со дня на день, надеюсь, движение уже пошло в полном масштабе. Этот мост должен заработать где-то к концу недели, и все это поступит в Украину. Ну и все здесь надеются, что сегодняшнее событие, долгожданное, это будет действительно поворотный пункт. Вы знаете, мы долго шли к этому. Некоторые из моих зрителей предлагали мне пари, спорили со мной, кто на деньги, кто на коньяк, кто на виски. Много было пессимистов, но я твердо верил, что это закончится нашей победой. Верил, потому что я знаю секрет. То есть я могу ошибаться в тактических вопросах повседневных, но в важнейших стратегических вопросах в своей жизни я практически не ошибался. Я предполагаю, что вот на этой ноте вот сейчас некоторые начинают уже стучать по клавиатуре и спрашивать меня, как же вы говорили по поводу агрессии России против Украины. Объясняю, надо наконец-то поставить точку над этим вопросом. Я вам говорил, что по поводу войны, по поводу серьезных разведывательных операций всегда нужно планировать худший, прежде всего, вариант, средний вариант, наиболее вероятный, ну и самый лучший вариант. Так вот, с логической точки зрения я считал, что вторжение России в Украину – это акт безумия, гибели России, так оно и будет. Поэтому чисто логически я думал, оказалось, что лучше думал про Путина, чем он оказался на самом деле. Считал логичным по среднему варианту, что он не нападет. Но, и это «но» подтверждается документально, вы можете посмотреть, позиция Юрия Швеца, вот так называется это видео. То есть это мое выступление на украинском телевидении в программе «Свобода слова». По-моему, это было 11 ноября. Это сразу буквально, когда первая американская газета «Вашингтон-Пост» опубликовала то, что до этого минимум 2 месяца говорила администрация по дипломатическим и разведывательным каналам Банковой о том, что грядет агрессия. Так вот, против меня в киевской студии выступали вновь испеченный министр обороны, который потом стал Лехой Золотым Яйцом, начальник генерального штаба, который со ссылкой на все разведслужбы Украины говорили, что никакой агрессии не будет. Ну, а Резников говорил, что вообще статья «Вашингтон-Пост» – это для американских домохозяек, которым рассказали, что есть такая страна Украина. И я там им оппонировал, говорил, что надо готовиться, слушать американцев и готовиться к этой агрессии. То есть, это была моя позиция. То есть, ты можешь верить по среднему варианту, но готовиться нужно по худшему. Ну вот, то есть, хоть и мой рекорд, так сказать, предсказания или позиция в начале войны, он такой двуяростный, но тем не менее, публично я призывал готовиться к этой войне. Ну ладно, это бог с ним, это все в прошлом. Сейчас, что произошло? Враг, то есть путинская партия в Соединенных Штатах, в Конгрессе, она билась до конца. Вот я вам скажу, что по цифрам, что нам говорят цифры. За законопроект проголосовало 311
Это по Украине только. За 311, против 112. Все 112 – это республиканцы. Это вот вам ответ на то, что такое республиканская партия. И когда вы будете слушать ее пропагандонов, которые будут рассказывать, как плохие демократы, вот смотрите, значит, из республиканцев за помощь Украине проголосовало 111, а против 112, то есть больше. Партия расколота наполовину, и тем не менее больше против помощи Украине. То есть законопроект был принят исключительно благодаря демократической партии, из которой их-то всего-навсего 213 сейчас человек, 210 проголосовало за, 3 отсутствовало вообще. То есть спасибо демократам, спасибо. И как бы там ни говорили бы про Джо Байдена, как бы его там ни называли, это под его доля здесь, его роль здесь решающая, по большому счету, была. Враг сопротивлялся до конца. Вот в конце, тоже дебаты еще перед голосованием были, Тейлор Грин, это рыжая бестия из МАГА, значит, предложила поправку к этой резолюции по Украине, вернее, к законопроекту по Украине, которая предложила все цифры сократить на 0. То есть это означало 0 помощи Украине. Весь текст остается, но там, где должны быть цифры, 0. И вот как проголосовал народ по этому поводу. Республиканцев 70 голосов были поданы «за». То есть вы понимаете, о чем? 70 человек, которые вообще решили не давать, вот это самое лучшее голосование, которое показывает ярых врагов Украины в республиканской фракции в Палате представителей. Демократы 212 человек, 1 отсутствовал. 212 человек, то есть практически все присутствующие проголосовали против. Потом, значит, после того, как провалили этот законопроект, еще Чипрой, это правая рука или ближайший соратник, Тейлор Грин, республиканец из Техаса, предложил последнюю поправку к закону о помощи Украине, вернуть весь этот пакет, законопроект, вернуть обратно для начала нового обсуждения. То есть все вернуть взад в комитет и начать работать сначала над этим. То есть, значит, убить начало до конца. И, слава богу, не прошло. Все это дело было развернуто, выброшено в корзину. И когда, в конце концов, этот закон был принят, многие, наверное, из вас это видели в прямом эфире, раздались бурные аплодисменты. Такого не было, когда голосовали по другим составным частям этого закона, который станет общим. Все эти 4 части потом объединят в единый и отправят в Сенат. Так вот, бурные аплодисменты, и значительная часть конгрессменов начала размахивать украинскими флагами. По этому поводу спикер даже сделал замечание. Все, кто размахивал украинскими флагами, это были те, которые сидели в том ярусе с той стороны зала, где обычно находится фракция Демократической партии. Наиболее разительное то, что произошло, это перерождение. То есть перерожденец, можно теперь его так называть, спикер Джонсон. То есть он изменился до неузнаваемости. Если посмотреть, послушать то, что он говорил, начал говорить буквально 4 дня назад, и то, что он говорил еще месяц назад, это 2 разных человека. Это как вот ярый ненавистник библейский, христиан Саул, который ринулся в Дамаск для того, чтобы там учинить погромы среди христианских сект, как они тогда назывались, и вдруг в пустыне ему явился Иисус, и он был так потрясен этим, Саул, что он переродился, стал, как американцы говорят, newborn Christian, то есть вновь родившийся, но теперь он родился уже христианином и превратился в апостола Павла. Вот нечто подобное произошло с Джонсоном. Это изменение было настолько потрясающим для его ближайших соратников, а он до недавнего времени был членом МАГА, по большому счету. То есть это самая дубовая трамповская фракция в республиканской партии. Так вот, Тейлор Грин на своей пресс-конференции с ужасом говорила, что что-то с ним случилось, его шантажировали, его надавили, его пытали, наверное, ну, как в фильме Семена Семеновича Горбункова, помните?
жена в ужасе причитала. И она, значит, серьезно решила, что его шантажировали, угрожали его жизнью и так далее. Ну, насколько я знаю из разных источников, которые... А эта информация еще не совсем, так сказать, просочилась в средства массовой информации. Большая работа. Огромная работа проводилась на территории многих стран мира. То есть и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Задействованы были такие силы, которые трудно представить. Внушение, просветительская работа над частью республиканской, верхушкой республиканской партии и особенно над Джонсоном велась настолько интенсивно, ярко и убедительно, что он после этого, говорят, 2 ночи не спал, находясь где-то там в своих офисах, в подъездках деловых. Потом вернулся по возвращению домой. Жена ему сказала: ну ты наконец-то проголосуешь или поставишь на голосование помощи Украине. То есть задействовали все возможные и невозможные варианты, включая жен, любовниц, деньги, компромат. Но это даже не компромат, а, так сказать, информация для размышления. И, судя по всему, это подействовало, потому что вдруг из заскорузлого маговца заговорил голос Рейгана, Рузвельта, Трумэна. То есть он говорил теми словами, которые мы полгода здесь, когда обсуждали, когда же будет пакет помощи Украине, оперировали мы с вами здесь о том, что ось зла, что если Америка не поможет, Украина проиграет, это будет мировая катастрофа, пострадает в том числе и очень сильно Америка, после этого она не будет сверхдержавой, что это ось зла, значит, Москва, Пекин, Тегеран, привнувший к ним Пхеньян, о том, что Путин – это исчадие ада, он так об этом и сказал, я имею в виду Джонсон. Выхода нет, если мы не поможем Украине, то мы вынуждены будем послать умирать своих бойс, своих мальчиков туда, вот в Европу. Украина – великая страна, великая нация, это друг, союзник Америки, мы должны им помогать, это святое дело. Когда я его слушал последние 3 дня, мне рыдать от счастья буквально казалось. Вот что делает с людьми прояснение. Хотя, с другой стороны, он всегда говорил публично, что прежде чем принимать какое-то решение, он читает Библию, советуется. Может, он прочитал очередной раз последние 2 недели и более глубоко понял, что же там все-таки написано. То есть произошла революция, это первое. Вторая революция. МАГА – это боевое крыло трампистов, она практически уничтожена. Ну, то есть размазали ее буквально, ее не стало. И комментируя это явление, конгрессмен-демократ, один из старейших в демократической партии в Палате представителей, сказал: никто не думал, что это окажется так легко. Вот я вам говорил, Тейлор Грин, ее размазали с ее поправками. Над ней смеются сейчас крупнейшие телекомпании мира, показывая, что она путинская шавка в Вашингтоне. Конгрессмен Московец, парень с большим юмором, значит, написал в Твиттере о том, что он вносит поправку к законопроекту о Украине. Ну, все же вносили, Тейлор Грин носила, а он собрался выносить. Пункт 1. Переименовать Тейлор Грин в Невилля Чемберлена. Это, помните, тот деятель, который подписывал Мюнхенское соглашение. А ее офис, табличку на ее офисе в Конгрессе Соединенных Штатов написать: офис посла Путина в Вашингтоне. По крупнейшим телекомпаниям Соединенных Штатов сейчас показывают всю подноготную этой МАГе, говоря о том, что это фактически рупор партии Путина в Соединенных Штатах Америки, то есть с ними покончено. Но, как я вам показывал, вот эти цифры, о чем говорят цифры, сама партия расколота фактически пополам. А это говорит о том, что МАГА практически как единая организованная сила, она перестала существовать. МАГА как единая мощная мобилизованная сила перестала существовать, но осталось там болото в республиканской партии, и это очень плохо
на выборах, крайне плохо на выборах отразится вот в ноябре месяце. У партии плохо с деньгами. Ну, во-первых, поражение. Это сильнейшее для нее поражение. Потому что Украину они взяли как конек для победы. Трамп потом должен был использовать этот фактор в своей предвыборной кампании. С предвыборной кампанией у него плохо. И вот это поражение маги сегодня отразится на его дальнейших усилиях стать президентом. Вообще представители республиканской партии, причем такие ярые, которых я знаю многие лета, мне говорят, что, судя по всему, он будет сидеть в тюрьме, а партия с треском проиграет эти выборы. Ну, посмотрим. Я это не предсказываю, но на Трампа надавили, на партию надавили. Они по уши в долгах. Им выдали кредит доверия, надеясь на их успех. Уважаемые, богатые люди и корпорации. То есть те люди, которые владеют такими суммами, которые делают погоду во всем мире, по большому счету. Так вот теперь, значит, встал вопрос о возвращении денег обратно, потому как надежды на Трампа и на республиканскую партию просто тают на глазах. Короче говоря, мы вспоминали с вами, какую роковую роль сыграл фактор Украины в предвыборной кампании президента Буша-старшего, когда он пошел на второй срок из-за Украины, из-за его спича в Киеве, известного как котлеты по-киевски, он продул. Вот нечто подобное может произойти и сейчас. Хотя я должен сказать, что есть силы. Это интеллектуальное, действительно, интеллектуальное ядро республиканской партии, ее представители выступали, это представители, руководители комитетов по иностранным делам, по разведке Тернер, затем по делам вооруженных сил Роджерс. Умнейшие люди. Как они блестяще объясняли, что нужно голосовать за пакет помощи. Ну, просто замечательные люди. Просто вот как-то так получилось, это ирония судьбы, что они оказались вот в этом болоте маговцам, которое взялось бог знает откуда. Но, знаете, как мне сказала опять-таки, одна бывшая сотрудница американских спецслужб, она очень пожилая женщина уже, и она как-то мне сказала, что это звучало по-английски как о ком-то там она говорила, а потом говорит, he is a pimple on the ass of the world. Ну, что деликатно на русский язык можно перевести как «он просто прыщик на пятой точке мира». Ну, вот это, видимо, и мага так и оказалось. Внезапно возникшем прыщике на пятой точке республиканской партии. Будем надеяться, что этот прыщик был сегодня выдавлен. Далее, значит, что в этом законопроекте. Теперь это можно считать, ну хотя да, это еще законопроект, пока не будет подписан Байденом. Конечно, сейчас остатки кремлевско-трампистской или маговской тусовки в информпространстве, эти все личинки, троллиферм Кремля, они сейчас начнут вам рассказывать, что там не те цифры, не туда они пойдут, и вообще там для Украины никаких денег. Мы поговорим конкретно о всех этих положениях, когда окончательная часть, то есть в окончательном виде законопроект будет сформирован и утвержден. Пока скажу вам вот что. Составляли этот законопроект действительно друзья Украины, большие друзья Украины. Но руководил этим процессом, я вам скажу, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, один из старейших членов республиканской фракции Палаты, человек опытнейший. И это видно в том, как он формировал вот эти цифры. Ну, допустим, вот сегодня одна из конгрессвуменов, как говорится, звучит ужасно, конечно, из Флориды предложила поправку перед голосованием о том, что надо убирать экономическую помощь. Здесь заложена экономическая помощь Украине в размере, опять-таки, говорю, это предварительные цифры, потом уточним, около 9,5 миллиардов долларов экономической помощи Украине. Из них примерно 8,2 миллиарда – это прямое вливание в украинский бюджет. То есть без этого вливания
военная помощь Украине не имеет смысла, потому что как-то не вооружают вооруженные силы, но если экономика рухнет, то все, это как Германия будет в Первой мировой войне. То есть бюджет Украины формируется примерно на 30%, а то и меньше за счет гривен, за счет внутренних ресурсов, а остальное это доллары и евро. Так вот, значит, она, кричать начала о том, что у нас тоже плохо с экономикой. Я согласна, надо помогать вооруженным путем Украине, а экономику надо снимать. У нас собственные проблемы и так далее. И тут же выступил представитель, значит, демократическая партия, говорит, ну позвольте, ну как мы можем это сделать? Как мы можем убрать это? Ведь в эти 9,5 миллиардов заложена, значит, безопасность нашего посольства в Киеве. Затем заложено финансирование команды генерального инспектора Пентагона, который должен обеспечивать подконтрольность всего этого процесса. Все ж так настаивали, что все должно быть транспарентно, подконтрольно. Ну вот, значит, то есть если мы уберем сейчас эти деньги, экономическую помощь Украине, то вместе с ней мы уберем безопасность обеспечения посольства в Украине. Ну как это можно сделать? Второе, мы, значит, уничтожим саму возможность контролировать движение средств. Поэтому, извините, ну и что, деваться некуда было. Вот так, понимаете, вот связывается одно с другим таким образом, чтобы главное нельзя было оттуда вычеркнуть. Я помню, вопили эти личинки кремлевско-трамповские о том, что в проект помощи Украине заложены расходы на подводные лодки американские. Так вот, эти расходы, по-моему, в размере 3,5 миллиардов сейчас в этом варианте законопроекта включены в помощь Израилю. Израиль не будет вопить по этому поводу, потому что понимает, что кому-то очень нужно в Вашингтоне вот эти 3,5 миллиарда на развитие подводных лодок новых, а поэтому вместе с ней эти 3,5 потянут 26 миллиардов, которые заложены в целом на помощь Израилю. Вот, то есть там все продумано так, по большому счету. Ну и деньги немалые заложены, я вам рассказывал в предыдущем видео, на пополнение запасов Пентагона оружием. Вот буквально, сын мне прислал сегодня, кто-то пишет из зрителей, это еще до новости о утверждении помощи. Вот нам поставляют старое оружие, а теперь, значит, американцы произведут новое оружие для себя и поставят на вооружение или заполнят свои арсеналы. Господа, ну давайте приземлимся, давайте остудим головы и прочистим мозги. Ну хорошо, давайте поставим вопрос. Только новейшее оружие в Украине. Окей, сегодня сделаем капиталовложение. И сидите, ждите 3 года или 5, сколько понадобится для того, чтобы сделать новое оружие. Вы этого хотите? Наверное, нет. Тогда, естественно, вам дадут то, что уже есть, но затем это надо будет пополнить. Поэтому 26 миллиардов – это то, что пополнит запасы новым оружием. А потом это все оттуда, президентское полномочие PDA, оттуда он будет брать и передавать Украине. Поэтому не надо ничего выдумывать. У друзей Украины, которые способствовали тому, что сегодня эта помощь была утверждена, настроения такие, что это событие должно перевернуть, как они говорят, стол или изменить радикальным образом ситуацию на поле боя. Самое главное, чтобы избежать или не допустить саботажа 5-й колонны в Украине. А там ситуация такая, как мне объяснили. В принципе, существует взаимопонимание, что если 5-я колонна будет проводить саботаж, так или иначе, то помощи не будет. Или мы работаем на полную катушку, или тогда все. То есть, как мне сказали, ОПА поставлена в такую позу, когда выхода, по большому счету, нет. Тем более, что работа по расследованию коррупции, связанной с расходованием американской помощи Украине, она идет на полных парах. И эти обороты еще увеличатся. Ну, так, например, последняя новость, я вам хочу сказать. Многие из вас, наверное, слышали, что
это был, по-моему, журнал «Тайм», ну, какое-то крупное издание, включило Козыря в число влиятельных, в сотню влиятельнейших людей. То ли Европы, то ли там, мира. По-моему, Европы, да? Так вот, это усилие, значит, стоило через лоббистов 27 миллионов долларов. Вот таким образом, значит, делается сейчас пиар-акции. Ну, понятно, что откуда в Украине такие деньги? Тут же возникает вопрос, а не из тех ли денег, 33 миллиарда в 2022 году гривен, потом 44, не из тех ли денег оплачивается пиар-компании того же Козыря? Это не поможет. Американцы очень... То есть они не прощают, принципиально не прощают любые махинации с теми деньгами, которые они дают в качестве помощи. Рано или поздно кара настигнет. Вот примером этому, ярким историческим примером этому является судьба бывшего диктатора Панамы Норьеги. Ну вот, собственно говоря, все, что я вам хотел сказать на настоящий момент. Лед не только тронулся, господа, но видно уже из-под него бурлящая волна. И, надеюсь, в ближайшее время мы увидим изменения, серьезные изменения на полях сражений в Украине. То есть за вот эти месяцы последние сложилась настолько влиятельная коалиция в мире, которая способствовала принятию сегодняшнего, утверждению сегодняшнего законопроекта, которая владеет такими деньгами, такими ресурсами, таким влиянием в мире. Это обычно вот называется, что ли, типа теневое правительство или самые влиятельные силы. Я не люблю этих разговоров. Я не люблю то есть, вы, наверное, знаете, я не приемлю конспирологию, но есть действительно влиятельные семьи мирового масштаба, которые благодаря своему финансовому состоянию, экономическим позициям могут оказывать влияние на позиции правящих кругов практически любой страны Запада. Ну, плюс к этому же можно причислить военно-промышленные комплексы крупнейших стран Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Так вот, коалиция, которая вот сейчас сформировалась и которая сейчас добилась этого впечатляющего успеха в Палате представителей, она такова, что, как мне опять-таки говорят оттуда, люди, которые туда вхожи, у Раши достаточно мало шансов на не то что победу, но на более-менее безопасный или без особых потерь выход из той ситуации, которую они создали. Раша будет погребена под потоком фекалий, как в Орске, и ее догрызут грызуны, которые хорошо проработали на Орской дамбе. Вот так, наверное, и произойдет с этим новым кандидатом на мировые диктаторы. Я имею в виду бледную моль. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Все это было экспромтом. Сегодня день для того, чтобы отметить это событие хорошим ужином, чем я сегодня и займусь. Вам желаю того же самого. Выдержки, мужества, твердой веры в нашу победу. И слава Украине и ее вооруженным силам. До новых скорых встреч, дорогие друзья. За нашу победу!